Здравствуйте, меня зовут Владислав Шах. Я профессиональный сертифицированный коуч, руководитель и тренер Европейской школы коучинга. Я знаю, что сейчас у вас есть максимум несколько минут, чтобы определиться, смотреть это видео до конца или нет. И понимая все это, в первую очередь я хочу рассказать, для кого этот видеоурок, что вы получите в результате и с какой полезной и применимой информацией он будет состоять. Этот видеоурок будет полезен в первую очередь тем, кто хочет обучиться коучингу и помогать людям в достижении целей во всех сферах жизни. Руководителям всех звеньев, которые ставят задачи перед подчиненными, дают обратную связь и хотят получить желаемый результат в необходимые сроки. Людям, которые планируют стать руководителями, формировать партнерские отношения с командами и совместно добиваться поставленных целей. А также действующим коучам, бизнес-тренерам, психологам, психотерапевтам, консультантам и всем тем, кто работает в помогающих профессиях. В результате этого видеоурока вы получите структуру одной из ключевых техник в коучинге, которая называется GROW. Правильную последовательность задавания вопросов и пошаговый алгоритм, который уже завтра вы сможете применять и получать желаемые результаты от подчиненных, клиентов, коллег, друзей, родителей и детей. А также заниматься самокоучингом и достигать поставленных целей. А в конце видеоурока вас ждет пример трансформационного диалога с клиентом, направленный на решение его запроса. Ну что, заинтриговал вас? Тогда усаживайтесь поудобнее и мы переходим к содержанию. Первое. Я расскажу вам, из чего состоит коучинговая сессия. Второе. Вы узнаете, из чего состоит коучинговая техника GROW и о последовательности работы с ней. Скажу вам честно, используя коучинговые инструменты для достижения целей подчиненных, коллег, клиентов, учеников уже более 12 лет, я нигде не видел такой подробной информации, чтобы сразу же брать и применять в работе или в жизни то, что вы увидите и услышите в этом видеоуроке. Третье. Вы узнаете, зачем необходимо создавать контракт на сессию и из чего он состоит. Четвертое. Вас ждет информация, на решение каких задач направлена техника GROW. Пятое. Вы увидите примеры запросов для применения техники. Шестое. Я покажу вам последовательность вопросов для создания контракта. Седьмое. Вы увидите, из каких вопросов состоит сама сессия. Восьмое. Для закрепления материала я приведу вам один из примеров трансформационного диалога из моей практики, который позволил мне выйти на истинный запрос клиента, благодаря которому он добился поставленной цели в запланированные сроки. И последнее, девятое, вас ждет домашнее задание, потому что, как вы знаете, теория без практики слепа. Готовы? Хорошо, тогда переходим с вами к первому пункту. Коучинговая сессия состоит из обязательного создания контракта, то есть выхода на истинный запрос клиента и саму сессию. Коуч не может сразу перейти к сессии, не придерживаясь правильной последовательности, и скоро вы все увидите и поймете. Движемся дальше и давайте посмотрим, из чего же состоит коучинговая техника GROW и последовательность работы с ней. Что же такое GROW? GROW – это аббревиатура, которая расшифровывается как Goal, то есть цель, Reality – текущее положение дел, Opportunity – это возможности, и Will или What to do – дальнейшие шаги. А последовательность работы с ней состоит из следующих пунктов. Для начала я покажу вам эти пункты, а в процессе видеоурока раскрою каждый из них по отдельности. Это создание контракта, применение техники, дальнейшие шаги, ценность сессии для клиента, благодарность и мотивация со стороны коуча и последняя передача или отправка заполненной коучем формы клиенту. А теперь переходим к третьему блоку нашего содержания. Зачем же необходимо создавать контракт и из чего он состоит? Первое. Дать определение коучингу и рассказать, как работает коучинг. Второе. Проинформировать клиента о вашем опыте и о вашей экспертности. Узнать об ожиданиях клиента на коуч-сессию. Рассказать о том, как будет проходить коуч-сессия, и это очень важно, потому что по опыту могу сказать, что многие клиенты думают, что именно коуч будет искать пути решения задачи, а не сам клиент. Поэтому для того, чтобы в процессе сессии не было разочарования или недопонимания у клиента, этот вопрос необходимо обсудить в самом начале. Чтобы в сессии не услышать от клиента такие вопросы, как «А вы что думаете?», «А как бы вы сделали?», «А может вы мне подскажете?». Напоминаю, что коучинг – это не консалтинг и не психотерапия. В коучинге сам клиент тяжело и старательно ищет наилучшее решение для себя. И когда он его найдет, будьте уверены, что он обязательно выполнит его, потому что это его решение, к которому он пришел сам с помощью так называемых волшебных вопросов коуча. И это решение, эти дальнейшие шаги не были никем навязаны.
Вот именно в этом и есть часть волшебства коучинга. Если вы не смотрели мой видеоурок «Введение в коучинг. Как и с какими клиентами работает коуч», обязательно посмотрите его на моем канале в YouTube или найдите в моих постах в социальных сетях. В видеоуроке я рассказал о фундаменте работы коуча с клиентом, и после просмотра вы на 100% будете понимать важные тонкости, о которых я рассказываю в этом видео. Продолжаем и переходим к третьему пункту. Коучу необходимо рассказать, сколько времени будет длиться сессия. В среднем она длится 60 минут. Четвертое. Обязательно сказать о конфиденциальности информации, чтобы снять возможное напряжение или закрытость клиента. Пятое. Спросить, остались ли вопросы у клиента. И если вопросов не осталось, мы переходим к шестому пункту, к прояснению истинности целей клиента. Вы знаете, очень часто клиенты приходят с общими запросами. Я имею в виду задачами, которые они хотят решить с помощью коучинга. Например, я хочу открыть интернет-магазин. Это общий запрос, который коучу необходимо раздробить с помощью вопросов на большое количество подзадач, связанных с открытием бизнеса. А в этих подзадачах для клиента важно определиться с тем, что он хочет продавать, потому что, возможно, он еще сам не до конца определился. Нужен ли ему офис и склад, сколько человек ему необходимо в бизнес и чем они будут заниматься, где искать поставщиков и сколько их должно быть. Видите, эта работа не для часового общения. Это серьезная работа, рассчитанная минимум на несколько сессий. Поэтому для того, чтобы сессия была эффективной и результативной, наша задача определиться с ключевым одним забросом из большого количества подзадач на первую сессию. И это правило в коучинге. Одна сессия, один запрос. После того, как клиент выберет одну главную задачу на сессию, нам необходимо определить сроки ее выполнения, которые должен озвучить именно клиент. После получения сроков важно, чтобы клиент заново сформулировал цель на коуч-сессию с помощью формулы SMART. И совсем скоро вы увидите все на примерах. Очень часто после детального прояснения того, чего хочет клиент, конечная цель на сессию может отличаться от того первого запроса, с которым он пришел. Или вообще это может быть не коучинговый запрос. Для закрепления этого блока я хочу, чтобы вы поняли самое главное. Ваша задача дойти до истины, до конкретики, до самого главного. Перед тем, как вы перейдете ко второй части диалога, к сессии. И только в этом случае вы сможете довести клиента до результата. И вот несколько примеров на разные темы. Первый пример. Клиент говорит: «Я хочу похудеть». С таким запросом коуч не может переходить к сессии. А вот когда клиент с помощью ваших вопросов скажет на этапе заключения контракта, что ему необходимо создать пошаговый план действий, благодаря которому он похудеет на 7 кг к 1 октября 2016 года, вот это то, что нужно, чтобы двигаться дальше. И еще один пример. Когда клиент или подчиненный вам говорит, что хочет добиваться поставленных целей компании. Это тоже общий запрос без конкретики. А вот когда вы сможете помочь ему сформулировать по SMART, где его цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, сопоставимой с целями и задачами компании и временной, и при выходе на контракт тема на сессию будет звучать «написать пошаговый план действий», который позволит увеличить объем продаж банка по выдаче кредитных средств со 100 тысяч долларов до 110 тысяч в течение 30 дней. Вот тогда вы большой молодец, и первую часть коуч-сессии вы отработали с клиентом или подчиненным на 100%. Надеюсь, на этом этапе вы все усвоили, и сейчас мы с вами рассмотрим, на решение каких задач направлена техника Grow. Данная техника направлена на составление плана действий для решения задач клиентов, коллег, подчиненных, друзей и родителей в абсолютно разных сферах жизни, таких как здоровье, спорт, обучение, отношения и бизнес. На проведение рабочих совещаний, получение обратной связи и анализ проделанной работы. И в следующем блоке нашего содержания я вам покажу примеры общих запросов из разных сфер для того, чтобы лучше уяснить и закрепить эту информацию. Первый пример. Хочу понять, как похудеть. Второй. Я хочу по утрам бегать и вернуть спортивную форму. Третий пример. Хочу выучить английский язык. Четвертый. Я хочу наладить отношения с ребенком. И последний пример. Я хочу организовать бизнес, который мне будет приносить 10 тысяч долларов в месяц. Но мы с вами уже знаем, что это еще не контракт на сессию, так как мы не вышли на истинный запрос клиента, который должен быть сформулирован по SMART. Это пока первое, что озвучивает при встрече наш клиент, и мы понимаем, что для решения его вопроса нам подойдет техника Grow. Что еще очень важно, коуча всегда должно интересовать максимальное количество действий, которое будет озвучивать клиент для решения задачи.
Коуч должен всегда уточнять и прояснять с клиентом его намерение и цель, которая стоит за первой целью и за следующими, пока он не доберется до истины. Вспомните классическую матрешку, которая состоит из 5 матрешек. Так вот, коуч должен дойти до последней маленькой, потому что именно она и есть истинная цель клиента. И в этом нам с вами поможет правильная последовательность вопросов для выхода на эту цель, то есть на контракт. Вначале я покажу вам ключевые вопросы коуча без ответов клиента. Для вас это будет определенной шпаргалкой. А в конце вы увидите трансформационный диалог от А и до Я. Эта шпаргалка, точнее бланк с вопросами, у вас обязательно должен быть под рукой. И после каждого ответа клиента вам необходимо фиксировать информацию под заданными вопросами. Для того, чтобы напомнить в случае необходимости его ответы, подрезюмировать сказанное и не потерять нить диалога. Итак, переходим к первому блоку нашей аббревиатуры, к цели. Первый блок – это создание контракта с выходом на истинную цель клиента. И мы начинаем со следующих вопросов. Первый. С каким запросом вы хотели бы поработать? Второй. Что для вас будет лучшим результатом нашей сегодняшней работы? Третий. Почему это важно для вас? Почему еще это важно? Насколько это важно для вас по шкале от 1 до 10? Вы видите, я подготовил дополнительные уточняющие и проясняющие вопросы, чтобы понять, что решение этого вопроса действительно необходимо клиенту и его задача никем не навязана ему со стороны. Помните про самую маленькую матрешку? Четвертый вопрос. Какие вы видите действия на пути к достижению цели? Важнейший вопрос, который позволит оценить уровень компетентности клиента. Насколько его знания и навыки помогут достичь цели. Если у вашего клиента понятия нет, как прийти к поставленной цели, это не коучинговый клиент. В таком случае ему нужны платные услуги консультанта, который вместо него пропишет план действий и примет за клиента решение. И вы должны обязательно сказать это клиенту и остановить сессию. Коуч не дает советов. Он работает с теми клиентами, которые знают, как достигать целей. Но из-за своих страхов, сомнений, переживаний, неуверенности и других причин не могут самостоятельно справиться с задачей. И коуч – это тот самый человек, который помогает раскрыть потенциал клиента и вытащить на поверхность необходимую информацию. Дальше, зафиксировав все активности, которые может использовать клиент для достижения цели, мы задаем пятый вопрос, который поможет определиться с одной из главной активностью, целью для проработки в сессии из большого количества возможных альтернатив, и этот вопрос звучит так. Какая из выбранных активностей поможет вам продвинуться в достижении цели больше всего на сегодня? Или что из перечисленного является самым главным для вас? Получив ответ, переходим к шестому вопросу, чтобы понять, нужна ли клиенту чья-то поддержка в решении его задачи. И этот вопрос звучит так. Выбранную активность вы способны реализовать самостоятельно? Если клиент говорит, что не все, уточняем вопросом, а что не способны реализовать? Услышав и зафиксировав ответ, мы переходим к седьмому вопросу. Что вы можете сделать? К кому обратиться, чтобы реализовать запланированную активность? Или кто вам сможет подсказать, поддержать в этом? Если ответа нет, напоминаю, что мы не продолжаем работу с клиентом, потому что этот клиент не знает сам и некому помочь. Если мы получили положительный ответ, что такие люди есть, переходим к восьмому вопросу. Сколько вам необходимо времени для достижения цели? И фиксируем дату. Девятым вопросом мы спрашиваем, какие изменения произойдут в жизни клиента благодаря достижению цели. И услышав все положительные изменения, задаем последний 10-й вопрос для выхода на контракт с клиентом, то есть на ключевую тему по формуле SMART. Говоря, давайте тогда еще раз сформулируем ваш запрос на сессию. И убедившись в том, что контракт составлен по SMART, что это истинная и достижимая цель для клиента, и благодаря своей компетентности, знаниям и навыкам в течение следующих 40 или 60 минут клиент сможет составить план действий для его реализации с обязательными сроками, коуч переходит к сессии. На этом с контрактом все. Я надеюсь, что у меня получилось доходчиво разложить эту часть по полочкам. Мы продолжаем и переходим к следующему пункту содержания. И сейчас я покажу вам, из каких вопросов состоит сама сессия. И в сессии начинается второй блок нашей аббревиатуры «Реальная ситуация». И мы задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, что вами уже проделано по задаче на сегодняшний день? То есть мы работаем только с целью, которая была зафиксирована в контракте на сессию, и никаких отклонений по второстепенным задачам не делаем.
Получив и зафиксировав ответ, мы переходим к третьему блоку нашей аббревиатуры, к возможностям, и задаем следующий вопрос. Как вы считаете, какие, на ваш взгляд, необходимо провести активности? Получив ответ, в этом же блоке продолжаем задавать вопросы, чтобы клиент максимально включился на поиск наилучшего решения. Какие еще есть инструменты? Что бы вы могли сделать уже сегодня, используя ресурсы, которые у вас есть? А что еще? Если этих 4 вопросов будет недостаточно для получения наилучших решений со стороны клиента, или вы хотите получить от клиента больше информации, мы переходим к более глубокой проработке и задаем следующий блок вопросов. Скажите, пожалуйста, в вашем окружении есть человек, который способен помочь вам в вашем вопросе? Услышав положительный ответ, задайте следующий вопрос. Как вы считаете, что бы он вам посоветовал? Если в окружении клиента таких людей нет, спросите его. Представьте авторитетного человека, который мог бы вам помочь в вашем вопросе. И пусть даже клиент не знает его лично, но считает его большим экспертом. Это может быть Энтони Роббинс или Сильвестр Сталлоне. После того, как клиент назовет имя авторитетного человека, спросите у него. Как вы считаете, что бы он вам посоветовал, если бы вы были знакомы? Здесь клиент погрузится максимально в поиск возможных советов и обязательно выдаст дополнительные решения. Зафиксируйте их и проработайте возможности еще глубже, задав, на мой взгляд, несколько убойных вопросов, благодаря которым клиент вам скажет даже то, что было очень глубоко в его сознании. И эти вопросы звучат так. Представьте, что прошло 2 года и вы стали успешным бизнесменом. Представили? А теперь представьте, что у вас есть возможность самому себе посоветовать из вашего успешного будущего в ваше настоящее. Что бы вы сами себе сказали? Получив развернутый ответ, проработайте клиента еще глубже, задав следующий вопрос. А что еще? И здесь матрешки нам тоже понадобятся. После этого блока вопросов будьте уверены, что вы сделали все возможное, чтобы получить от клиента максимум вариантов для поиска необходимого и правильного решения с его стороны. Я думаю, вы сейчас, слушая меня, уже находитесь под впечатлением тех вопросов, которые я привел в пример. А когда вы начнете их применять, вы просто обалдеете от того, на что способны эти вопросы на самом-то деле. И на что способны будут ваши коллеги и подчиненные. Просто никто раньше так профессионально и глубоко не прорабатывал задачу. И за это они вам будут отдельно благодарны. А сейчас мы с вами переходим к 4-му блоку нашей аббревиатуры. К плану действий. Теперь, когда мы с вами имеем достаточно большое количество альтернатив, то есть вариантов решений, наша задача помочь клиенту расставить их по приоритетности с обязательным указанием срока выполнения. И давайте с вами рассмотрим следующий блок вопросов. Какая из альтернатив, что из перечисленного является самым приоритетным для вас? Или с какой активности вы начнете действовать? Услышав и зафиксировав ответ, задаем следующий вопрос. Что вам сейчас необходимо сделать по этой активности? Получив ответ, задаем еще один вопрос. Какие будут ваши действия по остальным активностям? Получив ответы по каждой из активностей, переходим к срокам и задаем вопрос. К какой дате вы осуществите каждую из активностей? Получив ответы, убедитесь, что клиенту ничего и никто не сможет помешать, задав вопрос. Что-то или кто-то может помешать вам на пути к достижению цели? Дальше. Усилив его намерение, задайте ему еще один важный вопрос. Кто-то мог бы вас поддержать на пути к достижению цели? Узнав имя человека и зафиксировав его, спрашиваем. Чему еще вам необходимо научиться, чтобы достичь цели? Если ответа не последует, переходим к следующему блоку вопросов, о котором я вам расскажу чуть позже. Если же ответ будет, зафиксируйте его и спросите. Чему-то еще? После чего переходим к следующему блоку и задаем вопрос. К какой дате вы осуществите эти дополнительные активности? Для максимального закрепления успешного будущего результата мы должны задать еще один очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, какую вам необходимо построить систему работы, которая будет обеспечивать вам максимальные результаты на протяжении долгого периода времени? И после ответа клиента снова зафиксируйте его у себя в форме. После этого вопроса ваша задача еще раз проговорить клиенту вслух все его активности с указанием сроков, все то, что перед собой поставил сам клиент. После финального подтверждения клиента мы переходим к следующему вопросу и спрашиваем, что было ценного для вас в нашей сессии. Дайте клиенту или подчиненному высказаться, внимательно слушайте его.
Если вы все сделали правильно, а я уверен, что так оно и будет, вы услышите, что это было лучшее, что происходило в жизни клиента. Что клиент сам узнал, что ему необходимо было делать для достижения результата. Но почему-то без вас не мог самостоятельно перенести все это на бумагу. А также вас ждет огромное количество теплых слов и благодарности за профессиональный подход и за те вопросы, которые просто вскрыли клиента. После этого ваша задача поблагодарить клиента за серьезную работу над собой, мотивационно завершить беседу и передать заполненную вами форму. А если вы работали по скайпу, сразу же переслать на почту клиенту. По структуре и вопросам все. Ну как вам? Здорово? Еще бы. А теперь мы переходим к 8-му пункту содержания, к диалогу из моей практики при работе с клиентом. Будьте внимательны и смотрите, что будет происходить сейчас с клиентом, как и что он мне будет отвечать, и к чему мы в конечном итоге с ним придем. Я упускаю сейчас фразы приветствия и условия работы и сразу же перехожу к делу. Александр, здравствуйте. Я рад приветствовать вас на сессии. С каким запросом вы хотели бы поработать? Я хочу открыть интернет-магазин. Александр, что для вас будет лучшим результатом нашей сегодняшней работы? Понять, какие действия мне необходимо предпринять, чтобы открыть интернет-магазин. Почему это важно для вас? Потому что я хочу работать на себя. Я хочу хорошо зарабатывать, иметь свободный график работы и хочу купить себе новую машину. Почему еще это важно? Я хочу помогать родителям. Еще потому, что у моих друзей есть собственные бизнесы, а у меня еще нет. И у меня есть опыт и знания в создании бизнеса. Александр, насколько это важно для вас по шкале от 1 до 10, где цифра 10 является наивысшей важностью? На 10 с плюсом. Спасибо. Скажите, какие вы видите действия на пути к достижению цели? Мне необходимо определиться, какой товар я буду продавать. После этого определиться с названием интернет-магазина и найти поставщиков. Какие еще действия вы видите? Еще найти помещение под офис и склад. Найти профессионального менеджера по продажам и еще открыть частное предпринимательство. Александр, вы сказали, что вам необходимо определиться, какой товар вы будете продавать. После этого определиться с названием магазина, найти поставщиков, найти помещение под офис и склад, найти менеджера по продажам и открыть частное предпринимательство. Скажите, есть что-то еще, что вы могли бы добавить? Еще я хочу понять, буду ли я открывать розничный магазин или продавать буду только через интернет. Спасибо. Скажите, какая из выбранных активностей поможет вам продвинуться в достижении вашей цели больше всего на сегодня? Что из перечисленного является самым главным и важным для вас? Самым главным для меня на сегодня это понять, каким товаром я буду заниматься, потому что я еще сам до конца не понимаю, и будет ли у меня розничный магазин или же нет. Скажите, пожалуйста, какой один из двух этих пунктов является приоритетнее для вас? Какой товар я буду продавать? Александр, скажите, вы способны самостоятельно определиться с товаром? Да, в принципе, да. Но только необходимо проанализировать рынок и продавать то, что действительно пользуется спросом, чтобы не прогореть. Скажите, сколько вам необходимо времени для того, чтобы определиться с группой товара? Максимум неделя. Хорошо, спасибо. Александр, какие изменения произойдут в вашей жизни благодаря тому, что вы успешно определитесь с группой товара и запустите интернет-бизнес? Это все, что я уже сказал в начале. Я смогу удовлетворить все свои потребности и потребности моей семьи. Надеюсь, что смогу купить автомобиль. Я наконец-то смогу иметь свободный график работы и планировать рабочий день так, как я его вижу. Я смогу не отставать от своих друзей. Для меня это тоже очень важно. Спасибо, Александр. Давайте тогда еще раз сформулируем ваш запрос на сессию по самой главной активности с указанием сроков достижения целей. Хорошо. Я хочу определиться с группой товара, которую буду продавать через интернет. Срок я ставлю для себя 7 дней, начиная с сегодняшнего дня. Видите, вот я и вышел на истинный запрос, на контракт. Давайте вспомним, как звучал первый запрос клиента – открыть интернет-магазин. Это было что-то обобщенное, в котором не было конкретики, приоритетов, фокуса и сроков. А к чему мы пришли? К тому, что самым главным и важным является для клиента определиться с группой товара, и на это у клиента есть максимум 7 дней. Обратите внимание, я не давал ни советов, ни рекомендаций, не подводил клиента к правильному, на мой взгляд, решению, а я имею опыт открытия интернет-магазина, и ни одного. Клиент сам смог определиться, что для него важно в первую очередь, и эту цель я теперь должен проработать с ним в сессии. Видите, я не брал дополнительные задачи, которые перед собой ставил клиент.
Потому что моя бы сессия затянулась на 3 или 4 часа. Мы помним с вами, одна коуч-сессия, одна цель. И это очень важно. В конце сессии вы можете предложить клиенту встретиться еще раз и проработать другой важный для него запрос. Надеюсь, вам здесь все понятно, и мы с вами переходим к сессии. Александр, скажите, пожалуйста, что вами уже проделано по выбору группы товара на сегодняшний день? Ничего. Еще пока есть неопределенность. Как вы считаете, какие, на ваш взгляд, необходимо провести активности, чтобы определиться с группой товара? Я могу проанализировать в интернете, какой товар продается лучше всего через интернет, на какой товар больше всего спроса. Я могу посоветоваться с друзьями. Какие еще у вас есть возможности? Я могу посмотреть видео на YouTube, как правильно выбрать нишу. А что еще? Да вроде все. Александр, давайте тогда подрезюмируем. Вы сказали, что можете проанализировать в интернете, какой товар продается лучше всего через интернет. Определиться, на какой товар больше всего спроса. Вы можете посоветоваться с друзьями. Также вы сказали, что можете посмотреть видео на YouTube о том, как правильно выбрать нишу. Есть что-то еще, что вы смогли бы сделать уже сегодня? Да. Еще я могу посмотреть в интернете, какая продукция больше всего рекламируется. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в вашем окружении есть человек, который точно мог бы вам помочь в вашем вопросе, которому вы доверяете и к чьему мнению всегда прислушиваетесь? Да, есть один. У него большой опыт продажи разных товаров через интернет. Как его зовут? Его зовут Андрей. Если бы вы обратились с таким вопросом, как вы считаете, что бы он вам порекомендовал? Я думаю, он бы мне порекомендовал заниматься продажей аксессуаров для мобильных телефонов. Да, именно так бы он мне и сказал, потому что это одно из самых прибыльных его направлений в бизнесе. И что вы думаете сейчас на этот счет? Я считаю, что это мог бы быть очень хороший вариант. И насколько я знаю, там крутятся неплохие деньги. Александр, у меня к вам есть одна просьба. Я попрошу вас сейчас представить, что прошло 2 года и вы стали успешным и богатым бизнесменом. Постарайтесь вжиться в эту роль. Прямо прочувствовать, что вы стали состоятельным человеком, который добился всего того, о чем мечтал. Представили? Да. А теперь представьте, что у вас есть возможность самому себе посоветовать из успешного вашего будущего в ваше настоящее. Что бы вы сами себе сказали? На какой группе товара вам стоило бы точно остановиться? Ничего себе вопрос. Но сейчас, секунду, дайте подумать. Вы знаете, я бы тоже себе посоветовал продавать аксессуары для мобильных телефонов. Если честно, я думал уже раньше об этом и понимал, что это будет отличный вариант для старта, но все-таки сомневался. А сейчас вспомнил про Андрея и этот ваш, конечно, вопросик про себя. И теперь я понимаю, на чем мне стоит остановиться в первую очередь. Вот это да. Хорошо. Александр, тогда каков ваш будет план действий? Я перезвоню Андрею и договорюсь с ним о встрече. На встрече попрошу Андрея рассказать о бизнесе аксессуаров, что лучше заказывать и в каком количестве. Узнаю о возможных рисках. Постараюсь взять контакты поставщиков и свяжусь с поставщиками. Узнаю все условия сотрудничества и предварительно договорюсь о первом заказе. Возможно, что-то еще вы могли бы обсудить. Пока что достаточно для первой встречи. Хорошо. Скажите, а к какой дате вы осуществите каждую вашу активность? Перезвоню сегодня. Постараюсь договориться о встрече на завтра и узнаю все об этом бизнесе. Если получу всю информацию с поставщиками, свяжусь тоже завтра и размещу первый заказ. Я не хочу оттягивать этот вопрос. Александр, что-то или кто-то вам может помешать в достижении поставленных целей сейчас? Абсолютно никто. А кто-то мог бы вас поддержать в достижении вашей цели? В первую очередь мой друг Андрей и все мои друзья. Хорошо. Тогда еще раз подрезюмируем ваш план действий. Сегодня вы сказали, перезвоните Андрею и договоритесь о встрече на завтра. Завтра вы планируете с ним встретиться и узнать о бизнесе аксессуаров, что лучше заказывать и в каком количестве. Вы также планируете узнать о возможных рисках. Постарайтесь взять контакты поставщиков, и если вы получите контакты, вы планируете уже завтра с ними связаться, узнать об условиях сотрудничества и предварительно договориться о первом заказе. Все правильно? Да. Хорошо. Александр, скажите, пожалуйста, что было ценного для вас в нашей сессии? Нереально ценно. За час работы с вами я определился с направлением в бизнесе. Большое вам спасибо, Владислав. Я никогда не думал, что за такой короткий промежуток времени это вообще возможно. Круто. И я сам ко всему пришел, хотя изначально думал, что вы будете мне подсказывать, что делать.
Спасибо, Александр. И я тоже хочу вас поблагодарить. Спасибо вам за напряженную работу и за тот результат, к которому вы пришли. Вы молодец. Я желаю вам достичь ваших целей в четко запланированные сроки. Передаю вам форму, которую я заполнял в течение нашего общения. В ней ваш план действий со сроками реализации. Вот, пожалуйста. Успехов вам. На этом с коучинговой техникой Grow все. Ну как вам трансформационный диалог? И это всего лишь час работы коуча. А какой результат? Кстати, Александр открыл свой интернет-бизнес, продает аксессуары и неплохо себя чувствует. Я бы его порекомендовал, если бы не условия конфиденциальности. Вы только посмотрите на это ускорение в достижении цели. Вы только посмотрите, к чему сам пришел Александр и как он к этому шел. Еще раз хочу сказать, что за всю работу с ним я не дал ни одного совета, не поддерживал, не помогал ответить, не перебивал. Не отвечал вместо него, не подводил его к решению, которое, на мой взгляд, кажется правильным. И не хвалил, чего и не должен делать профессиональный коуч, за исключением финальных мотивационных слов. Результат Александру принесли стандарты работы профессионального коуча и так называемые волшебные вопросы, о которых теперь знаете и вы. И я действительно очень рад этому. Я еще раз хочу повториться, то, что вы сейчас увидели и услышали, я не видел ни в одном видео, не читал ни в одной книге, за исключением пособия, которое предоставляет своим ученикам Европейская школа коучинга, в которой детально расписаны все коучинговые техники, заявленные в курсе обучения. Ну а теперь домашнее задание. Первое. Скачайте шаблоны всех вопросов для создания контракта и проведения сессии, а также диалог коучинговой техники Grow, который вы сейчас увидели. Ссылки для скачивания вас ждут под этим видео на YouTube. Второе. Выучите все вопросы, чтобы вы в них хорошо ориентировались. Третье. Проведите свою первую или последующую коуч-сессию с клиентом, подчиненным, коллегой или другом. И четвертое. Напишите под этим видео в YouTube или в комментариях под постом этого видео в социальных сетях ваш небольшой отзыв о проделанной вами работе и о результате, который получил ваш клиент. Конечно, это не обязательно, но мне очень бы хотелось бы порадоваться вместе с вами вашими успехами.